Татьяна Анатольевна, закончились контрольные прокаты юниорской сборной России. Как консультант нашей сборной, заслуженный тренер, расскажите, пожалуйста, свои впечатления от этих прокатов. Ну, во-первых, это начало сезона. Мы всегда этого очень ждем. Да, посмотреть, насколько выросли детки, что они освоили, какие программы, как с ними работали, насколько они выросли, поправились или, наоборот, похудели. Да, и чем они будут нас удивлять. Потому что сейчас юношеский спорт очень серьезный, потому что именно в юношеском спорте учат многооборотным прыжкам, а потом их только сохраняют и совершенствуют. Потому что уже у человека в 16 лет тяжело выучить и накручивать, особенно девочки. У нас здесь, конечно, есть большая радость. Да, это группа Этери Тутберидзе, да, Сережа Дудаков и Даниил Глихенгаус. Это просто, я считаю, феноменальный совершенно результат. Потому что Трусова выглядела настоящим борцом. Она получает удовольствие и кураж. И на этом очень многое можно сделать. И они сделали. И увидели, она ничего не боится. Она сделала четверной луц, который делает несколько мужчин в этом мире. Совсем недавно. Она сделала его лучше, чем делают мужчины. У нее был такой выезд, что ни у одного спортсмена из мужчин, у них не было такого потрясающего выезда ни на одном соревновании, включая Олимпийские игры. При том, что она прыгнула еще 2 каскада. Она прыгнула четверной тулуп, тройной тулуп и еще тулуп. А во второй половине она прыгнула луц тройной, тройной Ридбергер. То, чем выиграла в прошлом году Алина свои Олимпийские игры. И еще флип Олер Сальхов. То есть и катание. А катание она набирала каждый шаг. И у нее каждый шаг был максимальный. Меня это совершенно поразило. И вообще вот это такая ступень, по которой они показали путь, по которому можно идти. И ни в коем случае не нужно сдаваться. Здрасте, девочки. Доброго всем здоровья, да. Ни в коем случае не нужно сдаваться и смотреть только на эти правила. Потому что правила меняют тренеры. И тренеры меняют мировоззрение. Да, с нами не посоветовались. Это, я считаю, что это неправильно. То, что тормозят развитие четверных прыжков. Это все равно будет. И это не за горами. И сейчас тем, кто может прыгать, и те, кто не боятся прыгать, на пути делать специальные препятствия, я считаю это абсолютно неправильным. Или наказывать за то, что был нечистый выезд четверного прыжка. Это максимум человеческий, то, что делает этого девчонка. И Щербакова прекрасно сделала на разминке. Прекрасно. Первый у нее не удался, а второй у нее потрясающий был. Четверной луц. Потрясающий. И поэтому, конечно, это заслуга тренерская и заслуга и этих девочек, которые не боятся ничего, которые пробуют. И такие дети нам нужны. Такие дети нам нужны, потому что они будут своим талантом освещать горизонты, которые нам сегодня не знакомы. И благодаря им и их тренерам мы видим, куда можно продвигаться. И это является очень важным. Потому что вот у Трусовой, у нее в прошлом году был еще и Сальхов. То есть она может еще и показать Сальхов. Но она говорит, что она работает, и понятно, что она работает. Если она прыгает луц, наверняка она над Ридбергером работает как-то так, да? И это, конечно, очень интересно. Единственное, у меня, конечно, есть предложение там к ИСУ, которые хотят перевести всех на легкие программы и судить только, видимо, костюм и музыкальное сопровождение, хорошее вращение и тройные прыжки. Этому можно научить, могут делать 1000 людей в мире. Но то, что делают единицы, это нужно оценивать. И оценивать нужно очень высоко. Я, конечно, ввела бы этим тренерам, которые занимаются с детьми, которые преодолевают такие сложности и которые получают кураж от этого, да, и понимают, что они развивают фигурное катание. Даже выиграв юниорский чемпионат мира,
и этапы гран-при присваивать этим тренерам и этим малявкам, заслуженных мастеров спорта, потому что это наш горизонт. И мы должны так делать, чтобы дети были тоже и тренеры защищены. Не каждый день попадаются такие выдающиеся спортсменки, которые технически здорово все хватают и еще при этом имеют кураж. Я, конечно, вот просто в восторге от этих прокатов. Девочки хорошие, девочек много. Девочки хорошие, все стараются. Вот, но есть, конечно, вот этот отрыв колоссальный, да, который нельзя не видеть и не оценивать. Спасибо всем, кто работает, но вот из мальчиков все катаются на таком среднем, я бы сказала, уровне. Вот, на среднем уровне. Они, мальчики, всегда развиваются позже. Ну, мы будем от них ждать там через 2, через 3 года каких-то четверных прыжков, да? Потому что даже попытки, они не были достойными, да. Они не были ни технически сделанными, и даже они были, я считаю, что опасными, потому что только имея грамотную, правильную технику, можно браться за это дело. И таких людей в мире очень мало. Их надо беречь и отмечать их работу. Вот. За это большое спасибо, за то, что не видно горизонта. Вот. А что касается парного катания, то, в общем-то, порадовали и программами, и изучением новых элементов, и тройной сальхов, Оллер тройной сальхов сделали ребята из Санкт-Петербурга, Люды Великовой, да, которая очень приятно, что тренирует вместе со своим внуком, с Васей, да, которая сама всю жизнь была с Колей Великовым увлечена своей работой и создала очень много незабываемых пар. А сейчас также вовлечен в работу ее внук, который просто вот я вижу, что он готов работать с утра до ночи. Вот. И поэтому у пары очень хорошее будущее, мне кажется. Это Мишин Галямов. Да, Мишин Галямов. Сильные, русские такие, русская пара. Знаете, это вот у нас всегда были вот такие потрясные пары. Вот. И скорость есть, и техника есть, и риск есть, и все как бы делается уже по максимуму. Они еще находятся в юниорах. Я бы рекомендовала таким парам, и вот сегодня я тоже работала с парой с чемпионами мира среди юниоров, Павличенко Хадыкин, я бы рекомендовала и в юниорах принимать участие, и во взрослых принимать участие, потому что их мастерство в элементах пока позволяет им бороться за самые высокие места в сборной, основной команде. Вот, сегодня я смотрела танцы. Могу так сказать, что у нас никогда из юниорских танцев не оставались пары нераздробленные, в основном, когда они переходят во взрослых. Но есть очень хорошие мальчики, есть очень хорошие девочки. Я бы отметила там сегодня 3 пары, которые и технически, и артистически, и своей композицией мне понравились, на которых очень отработано элементами, но есть композиция, есть направление, есть стиль, и мы это должны продолжать, потому что это наши русские танцы, которые всегда отличались от всех танцев своей танцевальностью, своей душой исполненным полетом. Вот сегодня я могла бы отметить вот так 3 пары, 3 абсолютно разные пары. Но это не значит, что другие совсем в плохом состоянии. Нет, кто-то еще не скатан, кто-то только что поменял партнершу или партнера, или перешли к другому тренеру и еще, так сказать, не раскрыли свои возможности. Нет, есть ребята и девчата, которые очень интересные.
И если они потом перейдут во взрослые, даже пусть не в том составе, в котором они катаются, то мы видим, что у людей координация, понимание танца и музыки позволит им дальше совершенствоваться. Но нам нужно на этот вид обратить особое внимание, потому что 8 лет у нас уже ничего не происходит в танцах. Мы просто теряем свои позиции, поэтому нам нужно пересмотреть. И у нас есть тренеры, которые работают, и они тоже должны понимать, что не только элементами, но и элементы — это просто, так сказать, обязанность это делать. Это называется база. А все остальное нужно думать, чем выигрывать. Вот и все, что я хотела сказать. Я вообще хотела бы, честно, без каких специальных кивков, но поблагодарить нашу федерацию. Вы знаете, я не видела никогда в жизни такого мощного сбора, как прошел здесь и как пройдет с основным составом. Вы знаете, все лучшие силы, все судьи, все здесь, все живут единым каким-то коллективом, все слушают спокойно и рассудительно, все слушают оценки. Это всегда очень... Оценки не в смысле там, понимаете, оценок, а в смысле оценки своей работы и работы учеников. И это очень важно. И это очень мощно. Вот сейчас это выглядит очень мощно, что вот Федерация фигурного катания, у нас всегда проводились сборы. И каждый год лучше. Но сейчас просто ни на что не похоже. Вы знаете, ну так грамотно сделано. Ну просто невероятно. Невероятно. Такие разборы. Да, такие дети, так тренеры все слушают. Это очень важно, потому что какое-то вот такое вот движение наверх, оно захватывает не только тренеров, но и идет от Федерации фигурного катания. Я с благодарностью смотрю на это. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Пожелаем всем успехов. Я пожелаю всем здоровья, потому что они катают такие трудности и такие сложности, что я хочу, чтобы они были здоровы. Но сбавлять и думать: ой, я сейчас разобьюсь, я сейчас это не сделаю. Если тренер видит, что он может тебя послать на четверной, то ты не должен бояться. У нас нет другого пути. Потому что сегодня такие правила, а через 4 года, потому что все тренеры не согласны с этими правилами. Очень многие. Мне очень многие писали, просили, чтобы я поехал на этот конгресс. Но вот я говорю, что через 4 года они будут другими, если мы не будем сегодня изучать это, и не тренерски изучать, и спортсмены не будут изучать, и тренеры остановятся, то мы потеряем это все на всю оставшуюся жизнь. Поэтому вперед и вверх. Любите нас, и мы вас очень любим.